Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры, которых миссия проста – сэкономить вам средства. И сейчас вы видите съемку на смартфон под неймингом Xiaomi Poco X6 Pro. И это нереально крутой аппарат за свои деньги, с этим я согласен на 100%. Мы с вами договариваемся как. Я первую половину обзора рассказываю вам, какой он волшебный, а вторую половину обзора буду вам рассказывать о том, какой он не волшебный. Сейчас отрабатывают его основные камеры. 4К 30 FPS, съемка в лифте. И чтобы вы понимали, до какой степени это крутой девайс и, в принципе, какие уже крутые смартфоны, вам достаточно подписаться в мой телеграм-канал личный. Там у меня примеры видео, и есть примеры уже видео даже с фотоаппаратов дорогих. И я вам скажу, что вот эта картинка, которую я сейчас вижу, лучше, чем Sony Alpha ZV-10E. Опять же, пока я ее вижу, но вы ее будете видеть подробнее. Напоминаю, что таким образом я тестирую много очень смартфонов на жесткой селфи-палке, то есть никакой стабилизации нет, в отличие от, знаете же, DJI с селфи-палки. Работают его родные микрофоны, без чехла смартфон, он у меня желтенький. И напоминаю, что основной канал Польза.нет, 437 тысяч подписчиков. Вот есть еще Польза.нет Live и есть Польза.нет стримы. Польза.нет стримы — это канал, на котором я прожариваю данные смартфоны, провожу различные стресс-тесты и все остальное. И это имитирует длительное использование девайса, что с ним будет, как с ним будет. Но об этом позже. Не забудьте подписаться на канал с колоколом и перейдем же, собственно, к обзору. Вы уже знаете, скорее всего, что здесь МТК-шный процессор 8300 Mediatek Dimensity. И насколько он хорош, кратко, 1 миллион 300 тысяч баллов в Antutu он выбивает даже в минимальном, внимание, варианте исполнения с минимальным количеством оператива. Помимо этого у него стоит супер быстрая внутренняя память, 184 тысячи баллов в Antutu. И это нереально для storage теста. Если говорить про экран, он прямой, это нереально, и это очень классно. 120 Гц, тоже классно. Помимо этого он свободно тянет Genshin в 90 FPS, хотя там есть маленькое но. Он сбрасывает яркость до 300 люксов, 340. Опять же, пруф на канале со стримами, чтобы вы понимали, до какой степени это популярный девайс. А на непопулярный девайс, разумеется, я не буду делать такое количество обзоров. Стрима было 2. На одном стриме я гонял его 3 с лишним часа, а потом я гонял его в режиме Game Turbo, как многие хотели. Мне кажется, что в режиме Game Turbo он долго не проживет в перспективе. Вот, но он 90 FPS в PUBG New State на максимальных настройках графики удерживал. Это факт. Сбрасывал яркость иногда до 300 люксов, иногда до 600 люксов. В 300 люксах играть было некомфортно. Нужно было полностью выключать свет. И вот так примерно в 4К 30 FPS вы сможете снимать на этот смартфон на улице. По поводу яркости. 1600 люксов он выбивает в пике, но выбивает он рандомно. Почему? Потому что иногда он держит эту яркость где-то секунду, иногда 12 секунд у меня максимум получалось. Потом он сбрасывает до 300 люксов. То есть сейчас я в зеркальце на экране иногда что-то вижу, иногда нет. Автояркость по мне работает на ярком солнце некорректно. В помещении, либо в местах, где не слишком ярко, автояркость работает на данный момент корректно, но на улице при ярком освещении нет. Опять же, у вас может быть другая история, так же, как и с датчиком приближения. Датчик приближения здесь это краеугольный камень, он не физический, он здесь у нас ультразвуковой. Притом я купил всю линейку Poco X6, X6 Pro и Poco M6 Pro. И в X6 он работает лучше. Если здесь в горизонтальном положении он работает очень-очень редко, то есть если ты вот так наклоняешь и вдруг начинаешь разговаривать, как мне пишут многие продавцы, я вообще никогда так в жизни не разговаривал, или там в полубоком, ну хорошо, вы никогда не говорили так по телефону. В общем, если кто-то в жизни вот так разговаривал, то вы понимаете, что у вас могут быть проблемы еще с датчиком приближения в различных мессенджерах. И таким образом, потому что в X6 почти всегда он отрабатывает в таком положении, хотя датчик вроде бы один и тот же. Если говорить по съемке, максимальное разрешение для съемки видео 4К 30 FPS, она довольно хорошая. Я вам скажу, что я сравнивал его с Poco F3,
и он в каких-то моментах выигрывает. А вот сейчас я вам спойлерну, разумеется, это был сарказм. Почему? Потому что сенсору 3-4 года ничего не меняется у Poco. Они как на него забивали, так и забивали. И по съемке какой-нибудь там третий эшелон очень часто будет его уделывать. Мне довольно сильно понравилась, кстати, фронталка у него. Во фронталке они ушли дальше. То есть он уже может снимать 1080p 60 fps по фронталке. И довольно качественно. Я не скажу, что у меня какие-то претензии особо есть к тому, как он снимает на фронт. Но основной модуль, конечно, вам может быть этого достаточно, и это хорошо. Но за эти деньги, даже за 24 тысячи, это единственный ценник, за который я могу его рекомендовать, можно приобрести что-то лучше. Понятно, что тот же Samsung A54 тоже снимает в 4К 30 FPS, у него 60 нет, но картинка небо и земля, забыли про это. По поводу мощности и всего остального, смотрите, у меня всего на 2 смартфонах вылетала игрушка в Wreckfest, точнее зависала. Вот, к сожалению, Poco X6 Pro это один из таких смартфонов, потому что Dimensity в какой-то негатив ушел. Да? Сейчас еще вспомню вам, что Always On Display стал 10-секундным. И еще и зарядку. Вместо того, чтобы, как в Redmi K70E сделали 90 Вт, сделали какого-то лешего 67 Вт и сделали меньше батарею на 500 мАч. Почему я о нем вспоминаю? Redmi K70E это прототип Poco X6 Pro. И когда вы смотрите обзоры и слышите, ну они этот процессор допилят, они этот процессор уже используют, эти Xiaomi, очень много месяцев. И продавали его в очень больших количествах. И вот как он допилен, вот конфетку мы уже видим. Я очень надеюсь, что они еще больше его допилят. Но к чему это все? Если у вас старый вариант Poco и вам хочется перейти на него из-за камеры, я это делать не советую. А насчет Геншина бытует мнение, не знаю, кто его в сети кинул, что это дело может тянуть его на максималках. На максималках он его тянет 13 минут, через 13 минут игра зависает до лагания 8 FPS, и никаких 60 FPS в Геншине он, конечно, не показывает. Он показывает 43 FPS, ну и потом 45, вот примерно в этом районе. И потом он крякается. То есть 10 минут вы поиграете, но ничего хорошего от этого не будет. Если говорить про зарядку, здесь она, повторяю, 67 Вт, плюс-минус 50 минут она у вас зарядит смартфон. Насколько он автономен? Ну, в целом, если не мычать, то если вы будете использовать его по максимуму, выиграв, он будет пожирать 30% в час. В Геншине на максималках вполне возможно, я думаю, что он может и 50 поедать, но мы не будем. Почему? Потому что вы все равно на максималках играть не будете, а так в районе 25-30% в игрушках. Если вы будете играть на минималке в Геншине, то есть минимальное разрешение выставите, у нас получилось вообще 18%. И это круто. То есть 18% это круто. По поводу максимальной яркости, она здесь не космос, никаких там Xiaomi 13T здесь нет. Здесь 820-830 люксов максимальная яркость экрана. Насколько она вас устроит, я не знаю, но ее хватает за глаза. То есть для повседневного использования, учитывая, что пиковая 1600, но про пиковую на данный момент можно забыть, потому что, опять же, я допускаю, что это у меня аппарат, за счет того, что он у меня не рендер, а я его купил, он может быть какой-то не такой. Если у кого-то другие образцы, они держат 1600 люксов, круто. Повторяюсь, моя миссия – это найти все недостатки, потому что достоинства вы можете увидеть в рекламе, ну и не только в рекламе, в форумах там прочитать, особенно его любят вылизывать в форумах, говорят, что если что-то не так, то это брак. А если не брак, то просто удаляют информацию. 9 минут мы на него снимаем. Что мне еще рассказать? Тач работает хорошо, вибра классная, стерео хорошее. Опять же, мы помним, что никакого там суперзвука в смартфоне быть не может. Почему? Потому что размеры динамиков, они вот такие. Но перекос лютый, то есть с нижнего на верхний динамик. То есть нижний динамик, он громче. По портам у нас нет уже мини-джека, у нас есть инфракрасный порт. Если кто-то подумал, что если Xiaomi решили сэкономить, допустим, на том, что они не стали делать суперкамеру, а просто запихали 3-летний сенсор, почти 4 года ему, в этот смартфон и такие, ну все в огне, я вас разочарую. Они не добавили туда защиту от влаги в плюшке. Ее здесь нет. Мини-джека нет, защиты от влаги нет. Always on display, повторяюсь, на 10 секунд.
По поводу разряда, еще по поводу автономности. Очень многие пишут, что она просто супер. Нет, она не супер, потому что 8 с лишним часов, там даже 9 часов в письмарке нет. Хотя, опять же, в X6 еще меньше. Прожорливый он. Он не супер прожорливый, но прожорливый. И я не буду рассказывать вам про оптическую стабилизацию в камере, потому что камера такая себе. Она хорошая за свою стоимость. И когда я говорю там 24 тысячи, это цена, за которую у меня подписчики покупали через телеграм-канал скидок мой, на Алишке была распродажа когда. Я говорю именно про $240. То есть за 240 баксов это вау, какой крутой смартфон. И аналогов именно в глобалке, если вам не нужна камера. Вы понимаете, вот вынуждают, каким образом маркетологи вынуждают вас думать, как им надо. Они говорят, что а вот в глобалке есть, а ты говоришь, ну в глобалке окей, рядом с домом он 34 уже, тогда вот такие-то смартфоны у серовозов можно, у других, у Авито. А нет, то есть они уменьшают количество условий и, в общем, без уменьшения количества условий, давайте без маркетинговых уловок, лучше снимает Samsung A54, имея влагозащиту, но он более тормознутый, он хуже для игр. Лучше для игр и всего остального iQOO Neo 9 со 144 герцами, когда этот смарт будет 34 тысячи рублей, 32 рядом в магазине. Если у серовозов он будет за 26, однозначно его. Если он будет также 32, ну, не будет у вас какого-то там бенда. Ничего критичного, потому что iQOO Neo 9 не без версии Pro. Это что? Это Snapdragon 8 Gen 2, друзья. И это вам не Dimensity. Опять же, вы можете мне написать, что вы выбираете смартфоны на МТК, я вас буду исключительно уважать. Вы даже можете не писать почему. Я сам додумаю. Вот. И если говорить про альтернативы, я вам две альтернативы назвал. По съемке для игр, iQOO для игр со 144 герцами, которые вы практически нигде, правда, не увидите, лучше. А Samsung лучше, потому что есть влагозащита и съемка у него качественнее. Опять же, мое субъективное мнение, кто-то с ним может не согласиться. Альтернатив еще миллиард. Я могу вам Infinix там Zero 5G, 30 5G, если вы одноразовый смартфон покупаете, назвать. Или еще что-то. Но, если вы, приобретая смартфон, делаете упор на цена-железо, опять же, вот цена железа, друзья, вот вы по ководу и по кафаны, вы проиграете тем же Infinix. Но, если взять, потому что железо, камеры тоже, камеры ты не вырежешь отсюда. И обходной зарядки здесь нет тоже, в отличие от дешмана какого-то третьеэшелонного. И, в общем, что предложила Poco? Poco предложила очуменный ценник, от которого у всех шоры на глазах, и я их понимаю. Почему? Потому что это классный смартфон за $240. За $300 это вообще не классный смартфон. За $340 существует просто для меня лично бешеное количество смартфонов лучше. И уже тут идут не только Xiaomi, не только Redmi, но и там Huawei. Ну ладно, не Huawei. Во всяком случае, в этот ценник можно посмотреть даже пиксели, даже можно посмотреть 34 тысячи рублей Honor. И еще очень много различных устройств, которые по тем или иным параметрам будут лучше или будут больше подходить вам. Так что если вы урвали это устройство на старте продаж, вы молодец. Если не урвали и вы вдруг решили его покупать рядом в магазине, вы посмотрите на, опять же, благосферу, кто с Poco ходит. Ну, понятно, что все мы ходим с яблоками или еще чем-то подобным. Но кто-то с Oppo ходит, кто-то еще с чем-то. У Poco нет флагманов. У Poco есть средняки, которые добавляют вам уверенности в себе. Кстати, к плюсам еще отнесу, у него это очень маленькая фронталка по размерам, она классная. И у него был большой шаг у Poco в плане съемки на фронтальную камеру, я повторяю 10 тысяч раз это вам. Если говорить про сборку, никаких претензий у меня нет. У меня есть претензия только, что у меня желтый смартфон, а чехол серый, который скрывает то, что он желтый. По поводу пластика или эко-кожи или кожзам, называйте это как хотите. Если вы без чехла будете носить, ему все равно придет за полгода, мне кажется, логичный конец. Но не факт. Как говорится, не факт. В итоге, что мы имеем? Мы имеем клон Redmi K70E, который был самым чуть ли не продаваемым, по-моему, даже самым продаваемым средняком в Китае со своими плешками. Он урезанный клон K70E по зарядке, по емкости аккумулятора. Но цена класс, все бенды на борту,
Все можно, в принципе, ручками калибровать. Комьюнити, я уже все-таки считаю, что это не комьюнити фанатов, а это больше комьюнити продавцов. Просто огромное, и если вам чем-то могут помочь, они вам постараются помочь. Где, как, почему покупать, решать вам, стоит ли покупать, решать вам, хотя в 99% случаев я уверен, что мои обзоры смотрят в первую очередь для того, чтобы не покупать, а во вторую для того, чтобы сравнить. Вот это основной модуль камеры. Снимает довольно неплохо, повторяюсь, относительно прошлых Poco тоже. И вам этого может быть за глаза и за уши. За 240 баксов молодцы. Видал я лучше за 240? Видал. Ну и ладно. Не всем нужны камеры. Девайсу от меня до 250-260 долларов однозначно да. Все, что выше, не нет, а смотрите по своим потребностям. Потому что кому-то проводные наушники, кому-то защита от влаги, кому-то получше экран. Хотя экран здесь, кстати, топовый. Кому-то побольше автономность нужна, кому-то побыстрее зарядка. И в целом, я думаю, мы закончили с Poco темой. Я пошел дальше. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал с колоколом.